S-образный сколиоз груда поясничного отдела позвоночника третьей степени. Угу. Да, есть, уходит грудной отдел вправо, поясничный влево, S-образный сколиоз. Ну, вот так, да, давите. Раз, давите, два. Ситуация может меняться. Человек, например, до занятий и после занятий, после управления сколиозом, ситуация, если это компенсация, вы ее устраняете, человек будет уходить в тотальную гипотонию. Если человек нагружает, он может, какие-то мышцы могут включаться. Но есть слабость? Раз, два. Держи так, головочку, головочку. Дави вперед. Три. Как нервная система будет срабатывать под нагрузкой? Пройди, пожалуйста, сюда и вернись. Ну, иди. Угу. Дави. Мышцы включились. И она не в переключении. То есть при ходьбе она нагружает что-то, что позволяет ей включить мышцы. Ну, по крайней мере, тело. Она постояла, и спустя какое-то время вот это разница теста. А сколиоз выполняет функцию какую-то в этой ситуации или нет? Как проверить? Улучшить или ухудшить скорее? Да, но она могла нагрузить ноги, например, и там таз, да? То есть я теперь отдельно буду нагружать грудной поясничный отдел. Чаще от грудного отдела идет какой-то ответ. Просто стой. Я беру грудной отдел, как бы в сторону толкаю, в сторону ухудшения. Давите. Идет ответ. Это компенсация. Если я толкаю в сторону улучшения, она в гипотонии. Как проверить, ухудшилась она или нет? В прямом. Как гипотония, что может быть хуже гипотонии? Переключение. Может она переключиться в этот момент? Я толкаю грудной в сторону улучшения. Согласны или нет? Давите. Гипотония, полосочки и переключение. Давите. Переключение. То есть вы ее, когда вы будете исправлять сразу этот сколиоз, она уйдет в переключение. Вы убрали подпорку. То есть здесь мы ожидаем найти какой-то ноцицептор. Согласны? Теперь я поясничный толкаю в сторону ухудшения. Давите. В сторону улучшения. Давите. Не так не срабатывает. Вы, когда она пошла, она включилась, постояла, выключилась. То есть эта компенсация работает, когда идет нагрузка. Во время ходьбы, либо механически, когда я здесь ухудшаю. Кривошея была после родов? Не кривошея, но прописывали воротник. Ну, для чего-то. Смотрите, я могу сейчас ее ухудшить на время. Я это сделал, когда я убрал подпорку, она в переключение ушла. Я прогладил здесь, давите, смотри на полоски, я прогладил здесь и переключение. Но я нашел что-то, что ее ухудшает, я с этой зоны могу перевести ее в базовое состояние. Логично? Ну, вот так сразу, просто. Давите. Раз. Давите. Два. И все. Давите. И когда вы это устраните, вы тогда будете использовать коррекцию у хорошего специалиста именно по сколиозу. Тут она однозначно нужна. Но сейчас, если, например, смотрите, она в тонусе, я буду исправлять и одну, и вторую дугу. То есть я толкаю сколиоз в сторону улучшения. Да, я его толкаю. Для нервной системы это не должно давать никаких проблем. Давите. И делайте то же самое с поясничным отделом. Давите. Давите.
тогда она может сказать, во-первых, что здесь, если это первичный приоритет, не захочется, чтобы здесь что-то раздражало. Иногда это совпадает с тем, что родители подтверждают нежелание носить воротники и шарфы. Вот здесь, давите. И мы снова, я ее вывел. Да? На ногах у нее тоже будет слабость, чтобы вы понимали, у нее ничего не работает сейчас. Показать? Иногда родителям нужно потолкать, ну, чтобы вы не понимали. Ну, давайте пока этот. Значит, немножко потолкаемте. В каком состоянии пришла Дарья? Ножки вместе. Видите? Увидели? Да, ну и как бы иногда это совпадает с тем, что родители скажут, что, ну, когда детки особенно поменьше, что ребенок идет и цепляет любой угол, раз, что он идет, ширкает, ноги не поднимая, что он неуклюжий. Если это футболист, он, ну, как бы, как он будет обводить? Он будет, ну, ему либо он как, ну, так, любой шаг сюда, он неустойчив, либо ему нужно скомпенсировать. Что будет, если я сейчас просто переведу его в базовое состояние? Кстати, это сработает то же самое, если человек поставит тыл сюда. Ножки вместе. Обязательно проверьте, что вы давите. До толчка вы видите, что она нормализовалась. Увидели? Причем уровень толчка у меня сейчас пожестче. Так больше нравится? А? Увидели? Соответственно, ее нервная система, представьте, у нас с точки зрения нейрофизиологии, там, ну, процентом запредельный, то ли 70, то ли даже 80%, наш мозг занимается только движением. Не чтением, не мыслью, движение, вот только. Любая там просто подойти, как нам кажется, вот это сделать, это должно, это вообще процессор это работает. Когда она идет, ее вот так мотыляет, мы-то это не видим, мозг работает не на 80%, а работает намного больше. И тратится ресурс. Раз, у нее батарейка снижена, 2, у нее перегружены надпочечники, 3, у нее могут быть любые проявления, там аллергии, воспаления, длительно любые там заживающие, либо этого еще нет, либо, ну, то есть это плохо. Человек проснулся, уже устал. Люди постарше при такой, это будут колени, крестово-подвздошные суставы, все это болеть. Из этого состояния любого человека нужно сразу вывести. Независимо, есть там еще дисфункция, это уже вопрос 10. В таком состоянии человеку тяжело дается обучение, хотя они тут же говорят, что она пятерочница или там это, но это тяжело дается, однозначно. Может быть, я там что-то не этот, но это смысл в том, что батарейка разряжена. И оно разряжается вот этим ноцицептором. Все. Лечим? Да. Хуже. Смотри, пересол. Все уже можно. Дави, пожалуйста. Раз, дави. Просто если не проходит вот такое сочетание, тогда пусть пациент давит дольше. Дави, дави. Еще раз. Еще раз. Дольше смотрит, и вы дольше стимулируете. Дави. Дави. Еще раз дави, дави. Ножки вместе. Ну, устойчивее, тут явно. То есть я даже, мне не важно, насколько я вижу, с какой силы, мне вот видно, как она собрана стала. Я сколиоз толкаю сюда, да, толкаю сюда, это ассоциированная мышца. Я не ставлю ни УТЛ, ничего. Да. У нее все мышцы ассоциированы. Да. Теперь сколиоз можно исправлять, она не будет уходить в гипотонию, в переключение, но ее надо еще смотреть через какое-то время. Не, ну в любом, нет, тут-то есть проблема анатомически устоявшая. Если специалист назначил корсет, пожалуйста, она может ходить. Вы не меняете лечение, вы убрали ту проблему, из-за которой у нее успеха в реабилитации не будет. Если вы будете исправлять эту проблему, она будет уходить в переключение, что для нервной системы хуже.
Я думаю, мы можем пожелать успеха, все будет хорошо. Ты умничка. Вот, лучше всех. И да, вами хорошие специалисты занимаются по реабилитации, пожалуйста, и в динамике будете смотреть. Независимо, кто скажет там, какое лечение больше, здесь все в совокупности работает. И результат будет лучше, однозначно. То есть мы протестировали в целом организм. Хорошо? Спасибо. Вот так.